Барам, wake up. Всем привет, мои дорогие зрители, меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индии». Сейчас мы до сих пор находимся в отеле Мадумалти, но это последний день. Сейчас у нас как раз переезд. В этом году какая-то аномальная погода, уже конец ноября, до сих пор не прекращаются каждый день, каждый вечер ливни. В это время года все индийцы готовятся к празднику, к большому празднику Дивали, это наравне с нашим Новым годом. Все убирают, все вычищают, но не получается это нормально сделать из-за погоды, потому что не получается просушить на солнце. Мы вчера постирали кучу одежды, даже постиранную чистую одежду мы стираем, чтобы она не воняла этой плесенью. Обувь настирали, но не успевает ничего высохнуть. Вот сейчас с утра солнышко немножко, а потом опять пойдет дождь. Я смотрела прогноз погоды, сегодня опять гроза, дождь с грозой. Хорошо, что хоть новое жилье недалеко. Будем носить сами в руках. Асид нам поможет, мы уже кое-что отнесли. Кажется, что вроде бы как ничего не нажили, а как оказалось, добра очень-очень много. Видите, весь процесс тормозится из-за того, что не могут никак наладить водоснабжение. Вот здесь цементировали, ждали, пока оно высохнет, этот цемент. Потом же установили эту бочку. И сейчас надо уже эти все трубы подключить. Вода пойдет, и тогда уже можно жить. Парам, что ты делаешь, господи? Парам себя не очень хорошо чувствует, плюс еще переживает. Но опять же, я вам, как сказала в самом начале, скоро праздник Дивали. Кроме того, что это большой праздник, это еще плюс бизнес. Приедет много-много людей в Матаран, много туристов. И если мы не успеем к этому времени все подготовить, если водоснабжение не наладят, то потеряем очень много денег. Поэтому Парам сейчас не в настроении. В общем, что внутри нашего жилья, я сегодня показывать вам не буду. Немножечко покажу вам сюжеты о том, как Парам собирал кровать и все такое. Это вы увидите чуть позже, все, что я наснимала в течение всех этих предыдущих дней. Вот, друзья, сейчас пойду помогать мужу. Что случилось с моим маленьким? Боже мой, как он плачет. А я, смотрите, снимаю на видео. Боже мой, ребенок плачет, а я на видео снимаю. Ладно, это на самом деле кетчуп. Я хочу папе это. Артур решил пранкануть папу. Это на самом деле кетчуп. На самом деле он руку обмазал кетчупом. Хочет... И лицо водой. Водой, как будто бы слезы, лицо. Ну где же папа? Давай папу звать. Парам! Артур мне говорит, кричи отчаянным голосом. Парам! तूने उसको ये चिमटी दिया है ब्लड आइकॉन अभी Все пределы. И Нисарбай, наш друг, пришел на помощь. Парам, Артур, все занимаются сбором кровати. А я их поддерживаю морально. Ну, пока да, потом буду тоже работать. Артур говорит, ты бы лучше помогала. Хорошо, буду помогать. А ты, Артур, смотри и учись. У тебя есть отличная возможность. Нисарбай у нас мастер на все руки. Образованный мужчина. И во всем разбирается, во всем. Я просто им восхищаюсь. Бывают мастера и получше. Ничего не делай, они опасные. South Korea. А, Парам? They from South Korea. नहीं अलग-अलग आते हैं. У нас в Матаране остановилась группа студентов из Кореи. Очень много уже дней, я их вижу, дней 10 они живут у нас в Матаране. Казалось бы, что тут делать? When they say something, we take permission. I talk with them. Я думаю, может быть, они стесняются. Maybe we go after they will start and we again come. Может быть, мы уйдем, они начнут, и мы потом опять вернемся. О, начинается. Начинают, Артур говорит. Конкретно не съесть. Вот. А? И там... Very poison.
He take in hand and throw it. Ой, Парам говорит, увидел, как кто-то из них схватил ящерицу за хвост и отбросил. А индийцы знают, что ящерицы ядовитые. Ну, вообще, на самом деле, индийцы их боятся. И Парам предположил, что, может, они вообще их едят. Смотри, смотри, Артур, быстрее, смотри. How this open? Тихо, тихо, смотри. Oh, this Смотрите, друзья, только-только родился маленький еще совсем козленочек. Парам у нас принимал роды. Я шучу, мы только подошли, но Парам говорит, я знаю, я уже много раз с этим сталкивался и знаю, говорит, я знаю, что нужно делать в таких случаях, когда коза рожает. Он жил в деревне, и опыт у него есть. О, боже, он даже... Бой? Very good. They make big money. Говорит, что хорошо, что бой. Возле Санскрути отеля произошло, но это не ее козы, они не держат никаких животных. Сейчас придут. Сейчас уже позвали хозяев. Смотрите, смотрите, уже Параму дают сисю. Молочко, молочко есть? Да. О, Парам говорит, да, молочко пошло. Сначала молозиво, самое такое жирное должно быть молоко. Ну давай, маленький, давай, малышок. Парам, у меня бабка-повитуха такой заботливый нашел. Какую-то тряпочку подстелил, говорит, это лучше, чем на камнях. Санскрути говорит, что еще будет малыш. В камин? Что у нее еще один лезет. Боже мой, Артур, так что оставайся еще там. Еще продолжение следует. Вот, смотрите, идет, наверное, эта хозяйка. Онор, да. С мешком. А Парам уже подложился. А мама пусть рожает второго. Чего? Парам. Парам. Я от него не ожидала такого. Смотрите. Надо, наверное, подложить. О, да, вон лезет. Боже мой. Камин, камин. My God, one more, Arthur. See, one more. Боже мой. उसका पेट बड़ा है और एक है Easy man, this is crazy. मैंने पिछली बार भी देखी थी हम लोग के उधर होते हैं. उसको थैली पे रख के पूछो Не думаю, Артур. Когда было больно, то как мне орала на весь Харьков. ना दोनों कलर डिफरेंट है Боже мой, смотрите, какая прелесть. Два таких пупсичка. Еще один будет. Боже мой, вот это класс. Не, это вот женщина уже, ну, видимо, она много раз. Доктор говорит, Парам говорит, доктор сказал, что уже все, два. На этом остановимся. कलर अंदर अंदर वो Girl, мальчик и девочка, да? Boy and girl. Boy, one girl. Very good. This is very good. Sanskruti, you first time see? Yes. No, No? I see many times. Так, я все-таки спустилась, чтобы поближе показать вам, что делать. Смотрите, там на копытцах какие-то наросты, и их надо снять. Что если их не снять, то они разрастаются и мешают козленку ходить. Теперь смотрите, мордочки протирает. А, она даже во рту что-то почистила. Ушки, смотрите, чистит. Смотрите, друзья, и учитесь. Вообще не больно козе. Боже мой, почему я не коза, Артур? Абсолютно, посмотрите. Спокойненько, так раз-раз родила. Где гуляла, там и родила. О, видите, искусственное дыхание. Искусственное дыхание, рот в рот. Поздравляем тебя, козочка. Чего ты ее лупишь? Вот там я стояла в самом начале. Видите, сколько здесь зрителей. Не знаю, they don't know why she beat. А, сейчас объяснит. Все, пошли, видите, пошли домой. Обработала, оказала первую медицинскую помощь и понесла домой. Артур меня сейчас спросил, я на видео не успела снять, говорит, мама, а ты тоже съедала вот эти вот все пленки с меня, когда я родился? Не, слава богу, я не съедала. Иди детей корми. Я своего ни на минуту не оставляла. В течение первого года постоянно. Только с тобой, только с тобой. Угу.
Я сейчас спустилась вниз на кухню и смотрю, хозяин отеля завел себе рыб. Сейчас я ближе покажу. А, еще черепаху. Вот это представьте, что за жизнь у черепахи. Все время сидеть в этом корыте. Артур, она все время, ну, Артур часто сюда спускается. Я последнее время не спускаюсь, даже есть готовлю в номере. Так расскажи, Артур, про черепаху. Они его вообще выпускают? Нет. Его или ее, я не знаю. Нет, все время в корыте. Конечно. Здесь, смотрите, в аквариуме не только камни, никаких водорослей нет, и где можно было бы спрятаться. А ты не трогай, Артур. Салман пришел. Рыбы красивые, золотые рыбки. Это по феншую он где-то вычитал, что очень важно поставить в определенном углу, поставить что-то связанное с водой. Раньше у него здесь стоял типа как фонтан такой декоративный, но он поломался и сейчас вот поставил аквариум. Ну, то здесь у индийский как бы свой фэншуй. Такой хороший, боже мой, ты на весь экран. Ай, не труси. И Салман уже ходит вовсю. Кстати, скоро они уже здесь работать не будут. С 1 числа начальник сказал, что все, до свидания. Ну, кого-то другого найдет. Да, моя рыбка, где твоя мама будет работать для следующего месяца? Я заскочила вам поснимать, кое-что свое забрать пока. У меня здесь крупы свои, еще гречка осталась немножечко. Немножечко я ее по праздникам готовлю, там пару пакетов осталось. Вышла, кричу, парам, парам, он где-то здесь на улице, зову его. И прибежал вместо парама вот этот вот мохнатый пес и вот это вот. Вы что, парамы, а? Переезд в полном разгаре. Вы видите, постирали всю обувь, потому что везде плесень. То, что не носится, везде обрастает плесенью. Это ужас просто какой-то. Парам опять себя плохо чувствует, скорее всего, из-за этого. Я тоже уже пережила отравление, тоже вот скорее всего из-за этой же проблемы с плесенью. Надышались спорами. И теперь страдаем. Просыпайся, сынок, просыпайся. Собираемся на экзамен. Сейчас Артур хочет показать, как он подготавливается. Вы видите, он носит с собой на экзамен подкову. Учебники носить нельзя, то есть списывать вообще нет возможности, только дневник и карандаш. Но плюс к этому Артур еще носит каждый день с собой подкову. И что, помогает? Да? Ну, иногда. А вообще, Артур, ты рассказывал, что какие-то дети еще умудряются как-то списывать, да? Есть такие хитрецы? Еще есть один способ. Надо покричать в окно: «Халява, приди, халява, приди, халява, приди» 3 раза. Я как раз это сделаю. Нет, Артур, это надо делать вечером. Если же на то пошло, то это... Ой, да я в мультике видел, что и утром можно. Халява, приди! Халява, приди! Халява, приди! Можно уже не переживать. Все. Ребенок сдаст экзамен на отлично. Я лохматая, нечесанная, вы меня извините. С утра папа отводит с утра Артура, а уже забираю я. Вот, и хотела рассказать, Артура подготавливает к экзаменам преподаватель. Мы ходим на дополнительные занятия. Ну и я, конечно. Я в основном его подготавливаю по вечерам. Перед сном мы ложимся вместе. Ну, обычно я ему, если не экзамены, читаю какие-то книжки развлекательные, художественные. Так он слушает, он мне: мама, читай еще, читай. Я думаю, боже мой, когда же он уже уснет? Он все еще. А вот когда к экзаменам готовимся, Артур, расскажи, как я тебе читаю. Ну, читаю, задаю вопросы. Задала вопрос, Артур ответил на вопрос. И тут же я дальше следующий вопрос ищу, который прочитать. Смотрю, поворачиваю голову, а он уже спит. То есть буквально секунда прошла, и он уснул. Знаете, как по щелчку на кнопку ему нажали, и он уснул. Средства от бессонницы, ребята, это уроки. Таблица умножения. Come on. Давай. Come on, let's go.
такой момент хотела рассказать. Вчера к нам зашла Ниха, она по пути зашла, вообще она ходила к доктору, ей тоже не здоровится, и она, кстати, тоже думает, что причина вот в этой вот именно плесени, тоже, говорит, занималась уборкой, и после этого ей стало плохо, тошнота, температура поднялась, ну, как и у меня тоже вчера было. Сейчас уже нормально, сегодня по раму плохо. Так вот, ладно, хорошую новость, давайте уже начну хорошие новости вам рассказывать. Ниха рассказала, что Приянка, я думаю, что многие из вас помнят эту девушку, с которой мы занимались йогой несколько лет, мы с ней занимались, потом она вышла замуж, я все это снимала на видео, целый сериал получился. Так вот, Приянка сейчас ждет ребенка. Нихе рассказала эту новость мама Приянки, сейчас у нее 7-й месяц, причем, что интересно, Ниха приезжала месяца 3-4 назад в Матеран, мы с ней общались, сидели, пили кофе, я ей в лоб задала вопрос: Приянка, ты беременна? Она немножечко поправилась, она говорит: нет, не беременна, здесь вот не принято, здесь вот уже когда явно живот видно, тогда уже, ну, когда нет возможности скрывать, тогда они признаются. И после того, как она родит ребенка, по традиции индийской, она приедет сюда, к своей маме, она сейчас с мужем живет в Пуне, в городе, вот, так муж останется в Пуне, будет продолжать работать, а Приянка вместе с малышом приедет сюда к своим родителям, родители будут ей помогать, то есть все кормить, стирать, убирать, а она будет только заниматься своим малышом. Вот такая вот приятная новость, друзья. Я очень этому рада. Я думаю, что многие из вас тоже. Вы очень часто пишете в комментариях, как там Приянка, как там Приянка. Так вот, сегодня я вам рассказала. Так, а сейчас смотрите еще другие сюжеты, другие видео, которые я наснимала на этой неделе. Вот, а мы будем заниматься делом, ребята. Не получилось, знаю, что вы любите, когда мы куда-то ездим, что-то такое снимаем, но это уже, я думаю, будет в следующих сериях. Сейчас так, по-местному. Сейчас, друзья, мы вместе с Парамом пришли забирать Артура со школы, с последнего экзамена. Наконец-то они закончились. И пришли мы вдвоем неспроста. Сейчас будет выступление корейцев. Да, представьте себе, корейцы, которые приехали в Матеран отдохнуть, посмотреть культуру индийскую, решили выступить в школе у Артура. Сейчас посмотрим и оценим. Че переоделись, взяли с собой наряды специально. Представляете, как интересно. Абсолютно разные культуры. Hi. They are Koreans, they came to... Hi. Wow, super. Oh, which dance you want show? Dance. We dance Korean drum. Korean drum. Korean drum. Korean drum. Best of luck. Они совершенно по-другому выглядят, абсолютно отличаются от нас. Действительно, это наша учительница. See, this is very small boy. Like that. Разного возраста. Вот я смотрю, что здесь, похоже, есть и студенты, и школьники. Парам предупредил ребят, говорит, пусть кто-то останется, следит за вещами, а то могут обезьяны прийти. Они же, наверное, что, еще не поняли, как с обезьянами нужно себя вести. Обезьяны они такие, что придут, раскидают. Если у меня даже с веревки постиранную одежду они скидывают, потом нахожу ее где-то в соседних отелях. Так, друзья, наши тоже не отстают, я имею в виду индийцы. Посмотрите, какую красоту. Very nice. This is for Diwali. Они делают ранголи к празднику Дивали. Посмотрите, как красиво. Very, very nice. Супер. And this also very nice. Thank you. Так, но я вижу, что девочки еще не закончили. Не буду их смущать, не буду их отвлекать. Очень красиво, молодцы. Они в интернете. Сейчас спасибо большое интернету. Есть возможность научиться и выбрать интересный дизайн. Они ходят по Матерану, все с ними фотографируются, все на них смотрят удивленными глазами. Они на нас тоже смотрят. Кстати, вот я, когда только приехала в Индию, производила большое впечатление. Со мной каждый день кто-то просился сфотографироваться. А сейчас нет, я не знаю, может быть, я как-то уже стала очень сильно похожа на местную. Редко, вообще крайне редко бывает, что кто-то просит у меня автограф.
Same like in India, да? Very interesting. In India also some like this. Many. In my temple. Парам говорит, у него даже вот фамильный храм, там тоже такие обряды проводятся с такими вот криками, барабанами. Спасибо, спасибо. Вот еще что хотела сказать, вот это вот, эти вот двое, мужчина и женщина, ну, я так понимаю, что это главные руководители. И по ним невозможно вот по корейцам определить возраст. То ли 20 лет, то ли 40 лет. То есть можно любой возраст. Так, я, по-моему, громко кричу. Все, замолкаю. We thank the Havana World Traveling School for this excellent performance that you have put forth. You have provided us with this opportunity. Сегодня у сэра, у преподавателя день рождения. И ребята узнали об этом и решили поздравить его дружно. Такой вот супер сюрприз. Ну как? Понравилось? It was excellent. It was a spectacular performance. Something new. Это родители, отцы пришли забирать своих детей, поинтересовались, что, ну, интересно, действительно, что-то новое. Ну что, Артур, ты под впечатлением? Расскажи, поделись своими эмоциями. Артур. Что? Тебе понравилось выступление? Very interesting. So she said, she asking interesting question. In India, part of many different beautiful places. Why you choose Matharan? What, any reasons? I came here when I was 14 or 15, So 14. which food you like in Chinese India? food. Yeah, Yeah, they have like Yeah, Chinese that- fried rice stuff, but I love Indian. Like I love Indian tradition of naan, chapati, and some curries. Biryani, Yeah, biryani, curry. yeah, especially. This You is try good. butter chicken? Yeah, of course, with naan. Парам спросил, ты пробовал butter chicken? Парам очень любит. Да, тоже люблю. Curry chicken and butter. Yeah, I'm from she from Ukraine. Ah, okay. I mean, you're like from here, right? Matharan? Yeah, Madhumalti hotel. Вот эта вот девочка Софья, молодец, такая не растерялась, видели, идет с ними, спрашивает, задает вопросы. Она очень хорошо разговаривает на английском, ну и вообще такая, знаете, любознательная девочка. Мы с ней тоже часто ходили вместе, когда Артура я забирала со школы, и вместе шли, болтали. Такая общительная и любознательная. И корейцы вообще молодцы, мне очень они понравились. Сначала такое впечатление они создали, что люди роботы, вот мне сначала так показалось. А потом, когда стали общаться, действительно они и шутят, и прикалываются. А мы присели отдохнуть, причем я и Парам стали инициаторами того, чтобы посидеть. Артур нормально себя чувствует, а вот мы даемся теперь вот таких вот остановках. Ну все, дорогие мои зрители, люблю, целую. До свидания, до скорых новых встреч. О, Артуру подфартило. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.